Дорогие друзья, в этом ролике мы разберем, что же такое курорт Анталия, из каких поселков он состоит, потому что это огромная мука выбирать для себя отдых. Непонятно, будет там холодно, жарко, если это песок или камни. Итак, разбираем, на какие части делится регион. На восток у нас уходит город Белек, следом город Сиде и самый дальний курорт город Алания. На запад у нас идет город Кемер и самый дальний курорт региона Кемер город Финика. И теперь подробно о данных курортах. Сам город Анталия — это многомиллионный город, прекрасный, молодежный, современный. В нем тоже есть отели как городского плана, так и в пригороде города Анталии пляжные отели. Что говорят операторы о самом городе Анталия? Анатолийское побережье стало настолько родным и любимым для наших туристов, что его даже в шутку называют турецкой дачей. Сама Анталия дача напоминает мало, конечно же. Это крупный современный город с 2-миллионным населением. Деловой и торговый центр побережья с отличным суперсовременным аэропортом. Но еще 40 лет назад, до введения беспошлиной зоны и последующего за ним строительства и бизнес-бума, Анталия была лишь милым провинциальным городком с уходящим вглубь веков историей. Веселая, открытая Анталия неизменно привлекает людей с живым характером, настроенных получать максимальное удовольствие на отдыхе. А мягкий микроклимат закрытой бухты Анталии, безветрие и яркое синее море делают отпуск просто сказочным. Огромный выбор мест для активного молодежного отдыха, шопинга. Узнать стоимость отдыха в анатолийских отелях и получить подробную консультацию от наших менеджеров вы можете узнать по нашей подсказке и ссылке на турецком лендинге. Что же по отелям? Выбор их, конечно, огромен, от фешенебельных городских и до роскошных пляжных отелей. Мое мнение такое. Я вам сейчас скажу пару отелей, которые мне лично нравятся, которые хорошо продаются в нашей сетке. Это, на мой взгляд, Венеция Пэлас, это все отели Дельфин и, пожалуй, это отель Барут Лара. И перемещаясь немного на восток, на некотором удалении от города Анталия, находится город Белек. Город Белек — это, конечно же, рай для любителей гольфа, рай для тех, кто любит комфортабельный, роскошный отдых, потому что здесь отели находятся в лесах, которые искусственно высадили на осушенных ранее болотах. Отели практически все стоят в первой линии. Экскурсионная программа из города Белек не очень обширная, но вы можете посетить сам городок, в вечернее время посетить рестораны, пошопиться. Вот что говорят наши партнеры о курорте Белек. Фешенебельный эксклюзивный курорт возник в прямом смысле на пустом месте. Он не привязан никаким населенным пунктам и является собой принципиально новую концепцию элитного отдыха. Современный комфорт, исключительная экологичность, элитная публика, джентльменские развлечения. В наше время модно быть молодым, успешным, здоровым и активным, будто утверждают ательеры Белека и создают все условия для того, чтобы туристы себя таковыми почувствовали. Ведь и многочисленные системы питания, ультра все включено и супер все включено, созданы не для того, чтобы набивать желудок с утра до ночи, а для того, чтобы выбрать свою оптимальную диету и время питания. Для туристов здесь доступны уникальные программы талассотерапии, активно-спортивные развлечения, такие как скалолазание, рафтинг, всевозможные водные виды спорта. Неудивительно, что после отдыха в Белеке туристы возвращаются домой полные сил, бодрости и жизненной энергии. Что же касательно отелей? Ух, ребята, бросайте или не бросайте в меня тапками, как хотите, я все равно на экране телевизора. Макс Роял считается жемчужиной этого курорта, но я считаю, что это не так. После посещения этого отеля и недельного там проживания я туда больше ни ногой. Да, вы можете там иметь приватный чат с консьержем собственным, да. Вам будут с утра до ночи наливать марочные алкогольные напитки, кормить вас каре-барашкой, красной икрой на завтрак, обед и ужин, ласкать вас, мять вас, но что-то в этом отеле для меня лично не так. Не знаю, что, напишите в комментариях, что вас привлекает и почему вы в нем отдыхали, отдыхаете или планируете отдыхать. Из рекомендованных отелей, те, которые нравятся мне, я бы предложил вам для отдыха с детьми, с двумя, с тремя, в общем, для семей с детками я бы предложил выбрать отель Maritime Pine Beach. Зеленая территория, отель возрастной, но очень спокойный, какой-то душевно располагающий. Вот не могу объяснить, не могу найти слов, почему Макс Рояль нет. То же самое не могу объяснить, чем привлекает, чем притягивает, какая атмосфера царит на территории отеля Maritime Pine Beach. Рекомендую для отдыха с детьми, тем более, что он всегда был в качественной такой хорошей категории и при этом не тяжелым для семейного бюджета. Помимо этого, я бы предложил вам рассмотреть отели Белис Делюкс. Это один из самых продаваемых отелей сети агентств горящих путевок. А почему, узнаете на нашем турецком лендинге и получите консультации подробные от наших менеджеров.
Следом за регионом Белек располагается древний город Сиде. Великолепное экскурсионное место. Здесь нет скопления крупных отелей в самом городе, потому что сам город находится под защитой ЮНЕСКО. У него огромная история греческого и римских периодов. Что говорят наши партнеры о городе Сиде? Это очаровательный живой городок является одним из самых древних на Анатолийском побережье. Он был основан греками-колонистами в 7 веке до нашей эры. Пиратство и работорговля были основными статьями доходами города. Сюда приезжали за красивыми рабынями торговцы из далеких стран. Неудивительно, что город быстро поднялся и уже в 5 веке до нашей эры даже начал чеканить собственные деньги. Отелей в центре Сиде, как я говорил, нету, все они располагаются в пригороде. Ближайшая к городу бухта Кюмкёй уже давно стала излюбленным местом туристов с детьми, запоминайте. Вход в воду здесь пологий, песочек ровный и мелкий. Местные отели выстроены давно, и поэтому территории у них большие, обжитые и зеленые. Еще дальше на запад, в 14 километрах от города, располагается курортная зона Чолаклы, где у терракотовых песчаных пляжей обосновались солидные современные четверки и пятерки. Зелени, правда, здесь пока еще маловато. Но на территории много растительности, пальмы, в принципе, тенек всегда найдете. К востоку от Сиде располагается курортная зона Соргун, любимая туристами за чудесный сосновый лес. Кстати, для Сиде это редкость. Еще дальше, на восток, в 7 километрах от города, стоит поселок Титренгаль. Оживленный, веселый и демократичный, с большим базаром. Большие современные отели стоят как на первой линии, так и удалены от моря, порой на 500-700 метров. Но ни в коем случае это не унижает их достоинства, и отели класса 5 звезд обеспечивают своих гостей. И, наконец, на самом отдаленном курорте Кызылагач, известном хорошим песчаным пляжем и хвойным лесом, стоят отличные отели-клубы с большими территориями и хорошей инфраструктурой. Трансфер из аэропорта Анталия до Сиде уже составляет примерно 1,5 часа. Что же по отелям города Сиде? Ну, тут нелегко ответить. Их огромное множество, их построили в последнее время довольно много. Есть новые, как я упоминал уже, не новые отели. В принципе, все поддерживаются в хорошем состоянии. На хорошем счету у меня лично Барут Арум, Барут Сенсатори, Барут Блу Антис. Ну и, конечно, любимая Камелия. Надеюсь, ей недавно сделали ремонт, и он вас удовлетворит по полной программе. Больше обзоров по отелю Турции смотрите на нашем плейлисте. Да, прямо на этом канале, пожалуйста, можете потом после этого прекрасного ролика перейти и ознакомиться. И совсем уже на самый восток лежит курорт Алания. Это уже полноценный город, в отличие от Сиде и Белека. Город большой, город, в котором можно найти развлечения, ночную жизнь, дневную жизнь, шопинг. Но, конечно, трансфер туда составит уже примерно 2-2,5 часа. Напомню, что сюда едут в основном туристы, которые предпочитают спокойный отдых, туристы, которые могут позволить себе бюджетный отдых, туристы, которые хотят вывести деток отдохнуть, потому что именно здесь очень теплое море, самый длинный теплый период во всей Турции, и здесь пологие входы и песчаные в основном пляжи. Итак, Алания – это один из тех курортов, которые просто обречены на популярность. Прежде всего потому, что купальный сезон здесь самый длинный в Турции, как я уже упоминал. Уже в конце апреля в Аланийской бухте плещутся купальщики, и лишь к ноябрю пляжи пустеют. Пляжи в Алании не широкие, с желтым плотным песком, а вход в море очень пологий, идеальные условия для туристов с детьми. Другое важное преимущество Алании – недорогое проживание в отелях, что процентов на 10-15 составляет от общей стоимости отелей других курортов. Правда, и престижных гостиниц в самом городе не особо. Все больше двойки, тройки и 4-звездочные отели. С небольшими лысоватыми территориями и муниципальным песчаным пляжем через дорогу. Но напомню, что туристы здесь, конечно, получат массу всего интересного и другого, что компенсирует отдых в недорогих отелях. Зато здесь есть множество дискотек, баров, ресторанов, свой лунопарк и даже аквапарк Waterplanet с 23 горками. Легко и весело отдыхается в Алании, поэтому здесь так много молодежи и просто демократичной публики. Найдете приключения, уверяю вас, новые знакомства, вам будет интересно. Вся молодежная Европа отдыхает здесь тоже. Но по поводу хорошей новости. В этом году один из крупных туроператоров будет осуществлять рейсы в город Гази-Паша, а именно в аэропорт города Алания. Что означает, что вам не придется больше тратить время на 2-3, а то и 4-часовой трансфер из аэропорта Анталии в ваш любимый аланийский отель, а время трансфера может всего составить от 40 минут до 1,5 часов. Что за оператор летает туда, какие цены на отели, конечно же, узнавайте у наших менеджеров на нашем турецком лендинге. Хорошего вам отпуска в этом году. Переходим дальше. Из отелей региона Алания, конечно, я отмечу, ну вы, наверное, без меня прекрасно знаете, это Дельфин Ботаник, Дельфин Делюкс
Это, конечно, в летний сезон напоминает настоящий муравьиный рой. Прекрасные отели для отдыха с детьми. Есть даже в отелях номера на 6 спальных мест. Можете себе представить, это довольно редко. Вот, те, кто не любит суеты, у кого нет детей, кто отдыхает сам, я бы предложил вам отдыхать в отеле Мукарнас, рассмотреть отдых в отеле Мукарнас. А те, кто не сильно хочет тратиться или у кого невысокий бюджет, все равно я вас поздравляю, что у вас уже есть возможность поехать в Турцию на отдых. Посмотрите, пожалуйста, отель Кемаль Бэй. Лично я там отдыхал в своем свадебном путешествии. Отель очень маленький, приятный в первой линии. В общем, разберетесь, нет? Тогда пишите ваши вопросы здесь в комментариях. Конечно же, я помогу вам лично разобраться, в какой отель поехать, ну и что-то еще новенькое подсказать. К западу от города Анталия, ближе всех к аэропорту, примерно минут 40 езды, в 50-60 километрах от аэропорта, расположен город Кемер. Город Кемер – небольшой поселок. В принципе, весь его курортный регион составляют маленькие деревушки. Первая из них, самая ближайшая к городу Анталия, поселок Бельдиби. Там есть масса отелей, 3, 4, 5 звезд. Некоторые из них находятся на второй линии, некоторые на первой линии. Это вы можете узнать, в какие же вам поехать, кто из себя, какой отель представляет, у наших менеджеров на турецком лендинге. А я продолжу. Скалистые горы, поросшие густым сосновым лесом, почти вплотную прижали этот курортный поселок к морю. Так описывает наш партнер. И не могу с ними согласиться, это великолепный курорт. Море у пляжа с крупной гладкой галькой, настолько чистое и прозрачное, что даже на приличной глубине видны все камушки. Максимальное большинство пляжей в Кемере обозначены голубым флагом, флагом экологии, что означает, что здесь море просто идеальной чистоты. Воздух насыщен запахами хвои, пушистые ветви рассекают жгучие солнечные лучи, а горы защищают курорт от ветров. Многие отели обозначены зеленым флагом. Поясню почему. Лес настолько близко подходит к морю, что когда люди строили отели, им было запрещено уничтожать деревья. И вы можете увидеть в некоторых отелях, особенно Holiday Village класса, что сосна, либо пальма, она прямо прорастает через балкон, либо срезает угол дома. Деревья обстраивали, их запрещено было рубить. Настолько невероятный, приятный воздух. И здесь я, конечно же, вам рекомендую просить поселение на первом этаже, где нету балкона или террасы, а просто у вас такая площадка. Если вы с маленькими детьми, особенно с коляской, будет здорово оставить коляску. Самому прилечь в кресле, поспать, ваш ребенок будет наслаждаться. И бунгального плана отеля, они выстроены таким кругом, как бы в стиле турецкой деревни, что у вас между номерами получается зеленая лужайка, выход на которую возможен только с вашего балкона. Тишина и покой в летний период, посмотрите, это просто очень круто. Сам поселок очарователен, именно так утверждают наши партнеры. Живописная марина с качающимися мачтами яхт, красивый парк на берегу, множество дач, увитых цветами и зеленью, и большой понедельничный базар. Рядом с курортом раскинулся национальный парк Юруклер с изумительной красотой пещерами, а чуть дальше находятся руины античных городов Олимпос и Фазелис. Я лично рекомендую вам приезжать в Кемер на отдых более чем на неделю, потому что этот город — это в принципе античные времена. Здесь вы много найдете памяток истории греческого, римского периода. Вам будет очень интересно выйти из отеля, рекомендую вам это сделать. И буквально в получасе езды от города на запад вы увидите и Фазелис, и Олимпос, и посетите гору Кемера. Для кого Кемер? Конечно же, Кемер он для всех. В первую очередь он для пар, во вторую очередь для пар с детьми, для пар с большим количеством детей, в третью очередь для молодежи или наоборот, для молодежи, для детей, для пар в возрасте. Ребята, отелей огромный выбор, и молодежи я рекомендую выбирать отели ближе к городу Кемер, потому что даже пусть они будут не на первой линии, то что именно в городе Кемер есть куда выйти, есть куда сходить. Чего стоят только наборы знаменитых дискотек. В общем, крутая ночная жизнь, там где можно провести очень активно свой отдых. Те, кто едут с детками, обратите внимание на отели, где идет аббревиатура, тип отеля HV, Holiday Village. То есть это отели бунгального размещения. В принципе, в Кемере они все имеют огромную территорию, от 60 тысяч квадратных метров до 100 и более. Это 1-2 этажа небольшие здания. Отели семейного типа, очень спокойные. Все они находятся, как я уже упоминал, в зеленой зоне, в лесу. Кругом изумрудная травка, масса ребят, молодых студентов, наших соотечественников летом работают там в анимационных командах. Они не только делают анимацию для взрослых, они делают прекрасную анимацию для детей и будут заниматься вашими детками, могут целый день. В тот момент, когда вы можете съездить на экскурсию, выйти на шопинг, прогуляться по городу и даже вы можете нанять няню, если вам хочется сходить на дискотеку. Рекомендую обратить на это внимание. Парам же, которые хотят спокойного отдыха, конечно, здесь тоже масса отелей, они стоят и в первой, и во второй линии. Сейчас я вам дам некоторые рекомендации. Итак,
Конечно же, это сеть отелей Рикс для состоятельных кротов. Отели сети Кристал для молодежи и пар с детьми. Уютный Квинс Парк для пар. И клубные отели для отдыха с детками, такие как Марти Мира, Комфорт Флора, Клаб Зигана, Улусой и Борон Мар. Ну что же, вот такие мои короткие рекомендации. Подписывайтесь на наш канал, будет приятно. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши реакции, позитивные, негативные. Ребята, это все хорошо, когда есть обратная связь, нам приятно выполнять свою работу. Спасибо большое моему оператору Павлу Беляку за монтаж и съемку этого видео. До связи.